А против телезрителей сегодня сыграют обладатели «Хрустальной совы» Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. Алексей Бакуменко и капитан команды, обладатель бриллиантовой и 3 хрустальных сов, магистр игры Андрей Козлов. Против команды Андрея Козлова сегодня играют Сергей Смоленюк, Севастополь, Любовь Козлова, Бубкин, Никита Жуковский, Черноголовка, Ольга Винокурова, Мурина, сектор Блиц, Алексей Нестеров, Минск, Евгений Топоровский, Калтан, Александр Герасименко, Новочебоксарск, сектор Суперблиц, Игорь Свириденко, Королев, Татьяна Медведева, Саратов, Луканбой, Асадов, Самарканд, 13-й сектор. Зимние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Козлов, добрый вечер. Как-то, честно говоря, непривычно видеть команду Андрея Козлова, когда сам Козлов сидит за столом. В осенней серии вы уступили свое кресло Михаилу Муну. Как вы оцениваете этот опыт как для себя, вот как вы смотрели за этим, ну и для Михаила? Ну, для себя я смотрел точно так же, как будто бы я играл. А Михаилу, думаю, было очень сложно, именно потому что, когда Козлов в зале, очень трудно нести ответственность за команду. А справился, по-моему, он блестяще в тот раз. Просто на самом деле. Самарканд. Против вас играет юрист Лукманбой Асатов, город Самарканд, Узбекистан. Это искусственные пятна солнца, гигантские кристаллы, великая имитация духовно-космической вселенной. Внимание, вопрос. О чем это Томас Манн? Что? Стоунхендж, нет? А почему пятна солнца, великая имитация? Пчелиный улей, например, соты. Гигантские кристаллы. Море. Просто горы какие-нибудь. Он знал, не знал? Много. Море. Это первая половина 20-го, да? Что-то светлое. Первая что-то половина белое. 20 века. Пятна солнца, наоборот, черные. Искусственные пятна на солнце, кристаллы. На солнце? Пятна на солнце, да. Пятна солнца, пятна солнца, пятна солнца. Янтарь какой-нибудь. Да, янтарь. А не нравятся соты, нет? Великое какое-нибудь элементарное. Может, там А что там еще? Перечисли. мудрость какая-то. Вот что это? Великое что-то. Гигантские кристаллы, великая имитация духовной вселенной. Духовной вселенной. Горы какие-то. Гигантская. О чем? Ну вот Книга. Что такое Стоунхендж? Скажи по-русски. Ну, в Англии это... Пирамиды не могут быть египетские? Пирамиды лучше. Пирамиды, а мне кажется, Стоунхендж тоже неплохо. Я не знаю, что это такое вообще. Достопримечательность в Но Англии. пирамиды больше похожи на кристаллы, конечно. Большие. Итак, кто отвечает? Кто отвечает? Отвечает Алексей Бакуменко. Алексей Бакуменко, прошу вас. Господин ведущий, нам кажется, что речь идет о египетских пирамидах. О египетских пирамидах. Да. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну, тяжело, конечно, начинать так. Господин Скипский, вы ведь с самого начала, да, про Стоунхендж сказали? Да, сказал. Но как-то вас не послушали. Ну, может быть, это и хорошо. Хорошо, 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисин. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Как вам прошлая игра? На смену эйфории пришел катарсис?
Ничего себе вопрос у вас. Господин ведущий, я просто, смотрите, Господь распорядился так, что параллельно нашей зимней серии игр проходит чемпионат мира по футболу. И с моей точки зрения, да простите меня, Денис Казанский, на прошлой неделе была самая яркая игра вот этих двух мероприятий. Благодарю вас, Андрей. Второй раунд. Господин Мун, возвращаясь к прошлой игре, на ней произошел просто, на мой взгляд, мистический эпизод. На помощи клуба ваша неправильная версия про переработку сотрудников, то есть они много работают, в этом смысле переработка. Эта ваша версия помогла Михаилу Савченкову дать правильный ответ про переработку мусора. Как вы можете такое объяснить, Михаил? Господин ведущий, я это объяснить иначе, как вмешательством высших сил, не могу. Вот мне тоже кажется, что что-то было такое. Скажите, Михаил, я, честно говоря, до сих пор не могу себе ответить на вопрос, помощь клуба помогла или нет? Ну, это надо спросить у команды. Ну, вам как кажется, вы помогли или нет? Михаил после игры меня благодарил. Наверное, помогла. Давайте сверху посмотрим. Сверху. Севастополь. Против вас играет предприниматель Сергей Смоленюк из Севастополя. Господин Мон, я уже понял, что в Пушкинском музее вы давно не бывали. Давненько. А потом понял, что и в Третьяковке тоже. Я в Петербурге живу, господин ведущий. Скажите, а в Смоленском государственном музее-заповеднике бывали? Я в жизни не был в Смоленске, к сожалению. Это хорошо. Именно там хранится эта картина. Внимание, княгиня Тенишева. Уважаемые знатоки, вспоминая о создании этого портрета кисти Валентина Серова, княгиня Мария Клавдиевна Тенишева писала: «Однажды во время сеанса влетел Дягилев и сходу напал на Серова, стал смеяться. Княгиня вспоминала, как художник смутился и затем внес изменения в освещение. Внимание, вопрос. На что обратил внимание Валентина Серова Сергей Дягилев? Может быть, он у него при свечах. И что? Может, у него при свечах рисовал, а уже электрический свет был. Либо наоборот. А может, она уже взрослая, и нужно, чтобы все-таки не очень лицо... Ну, освещение у нее сзади, по идее, Или да? наоборот, он ее наоборот рисовал, может быть, на электрическом. Ну там окна нету. Хорошо, а собака не А это может? время уже было электричество? Да, было уже. Ну, это конец 19 века. А собака не может там, например, на свет куда-то Вставлять смотреть? будут где-нибудь в другом месте, где Она свечи. освещена почему-то сзади. Почему? Потому что она уже какая-то взрослая барышня. Пожелаю, нет, это не прилично. Там зеркало, намекает. Ну, зеркало сзади, нет, а там может, на собака- декольте у нее Собака на высвечена. нее смотрит. Может, какие-то блики были. Почему Какие он блики? смеялся? Он засмеялся, что-то ему не понравилось. что Понравилось. Что-то не Делаешь совпадало, какую-то что так быть не может. Может быть, какие-то, не знаю, волосы ему там... Почему человек может смеяться? Ну, потому что Что-то когда не ты пишешь, Зашел, он видел, зачем ты засмеялся. пишешь при свечах, когда свет можно включить электрический, например? Может, у нее цвет волос, как у собаки получался? Не знаю. Ну, а что? А что Итак, висеть будет потом? кто будет отвечать? Владимир Антохин. Итак, господин Антохин, Да, господин ведущий. что же такого сказал Дягилев, от чего Серов смутился? Ну, он мог сказать, например, зачем ты пишешь портрет при свечах, когда уже вовсю электричество есть везде. И это намного проще и, наверное, даже и дешевле. Ну, это было практически в вопросе, да, то есть внес изменения в освещение. Чтобы решить, он внес изменения в освещение, чтобы решить проблему. То есть он изменил, то есть была написана картина, да, над чем-то посмеялся Дягилев, и Серов, чтобы решить эту проблему, внес изменения в освещении. Вы немножко не на тот вопрос, Владимир, отвечали. А теперь, внимание, правильный ответ. Серов внес изменения в освещение. Сначала он писал княгиню при дневном свете. Сергей Дягилев обратил внимание художника на то, что по этикету
Декольте уместно только вечером. Вечерние платья днем не носят. Серову пришлось изменить освещение в комнате, чтобы день на картине стал вечером. Вот в чем дело. 1-1. И первое очко команде телезрителей приносит Сергей Смоленюк из Севастополя. 100 тысяч рублей от Альфа-банка. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Алексей, но вы тоже на прошлой игре были безмерно добры. Проигравшему телезрителю дали премию 100 тысяч рублей, а не 50, как обычно. Алексей, что произошло? Господин ведущий, это был порыв. Может быть, я погорячился, но с другой стороны, это были супруги, 2 человека, и по 50 тысяч рублей получается справедливо. Понятно. Так, на это ответили. Если говорить по игре она мне понравилась, но не понравился 13-й сектор. И не то чтобы вопрос был сложным, нет, но, к сожалению, автор вопроса перепутал имена героев романа, и вот получилось то, что получилось. Поэтому вот лично я обожаю 13-й сектор, потому что его боятся знатоки, и я бы хотел призвать всех телезрителей очень тщательно проверять все вопросы, чтобы наша победа была справедливой и честной. Благодарю вас, Алексей. Третий раунд. Господин Бакуменко, вы у нас человек новый, глаз у вас не замыленный еще пока, да? Вот скажите, на ваш взгляд, когда телезритель присылает вопрос 13-й сектор, по сути, с неправильным ответом, можно менять счет игры уже после ее окончания или нет? Как вы считаете? Но мне кажется, игра уже состоялась, и поздно что-то менять. В том же футболе наш господин Казанский не даст соврать, не переигрывают. То есть вы считаете, не надо. Но с другой стороны, Алексей, тоже нет худа без добра. После прошлой игры сотни телезрителей бросились перечитывать «Войну и мир». Посмотрите, по-моему, уже на секторе, поэтому блиц. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Ученые доказали, что если бы мы с вами сегодня прошли через это испытание, то продержались бы всего несколько минут, а затем умерли бы от множественных травм, скачков давления и остановки сердца. Ярослав Ермаков из Магнитогорска спрашивает, о каком испытании идет речь? Может, центрифуга для космонавтов? Нет, сегодня, видимо, какое-то старое испытание. Раньше они делали. Рыцарский турнир просто. Божий суд был, когда нужно было взять горячую. Божий суд, когда нужно было взять горячую. Рыцарский турнир. Да, они падали в этом, в полном Ну, это ковчег облачении. какой-то. Множественные травмы, скачки давления, то есть перепады высоты, скорее всего, должны быть. Итак, прошу, кто отвечает? Михаил Скипский. Итак, Михаил, ученые доказали, что если бы мы с вами сегодня прошли через это испытание, то продержались бы всего несколько минут, а затем умерли бы от множественных травм, скачков давления и остановки сердца. О каком же испытании идет речь, Михаил? Наверное, рыцарский турнир. А мы с вами участвовали в рыцарском турнире? Если бы участвовали, мы бы умерли. Нет, в вопросе заложено, вы все это уже проходили. Роды, да. Ну, конечно, что-то вы прям поплыли. Конечно, речь идет о рождении. При рождении испытываются такие нагрузки, которые взрослый человек выдержать не может. 2-1 в пользу телезрителей. Ну вы дали, конечно. Вы не поняли, Андрей? Я не понял. Еще раз объясняю. Нет, когда вы сейчас уже сказали... Если бы мы с вами сегодня прошли через это испытание, то продержались бы всего несколько Мы минут. мужчины, в смысле, Михаил? Почему? Любой человек при родах испытывает... Когда рождается. Когда рождается, да. И вопрос был, о каком испытании идет речь? О рождении. Все понятно. Я не понял момента, кто, собственно, рожает. Или рождается. Реклама на Первом канале. Букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Господин Казанский, Да, господин. блиц, ладно.
Так сложилось. Но вот что касается суперблица, знатоки все не выигрывают и не выигрывают. И у меня, честно говоря, уже руки опускаются. На ваш взгляд, в чем дело? Вот суперблиц. Ну, такое впечатление, что Суперблиц таким образом был задуман, что победа в нем, ну, она, как у Шварца, такое обыкновенное чудо. И редкая краснокнижная штука, которая, в принципе, может случиться и сегодня. Я на это очень рассчитываю. И случится то, что случилось, кстати, на этой неделе, когда один из клиентов компании Winline забрал 400 тысяч рублей. Он сделал экспресс на 3 события чемпионата мира, на 3 итога, угадал. И при первоначальной ставке в 1500 сделал 400 тысяч рублей. Это очень солидная история, героем которой может стать каждый. Для этого нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться, буквально секунды. Бонусом идут бесплатные ставки до 10 тысяч. Ну и чемпионат мира заиграет, конечно, другими красками. Благодарю вас, Денис. 4-й раунд. Господин Козлов, вы знаете, но вот в клубе в целом и в вашей команде в частности и особенно происходит какой-то системный сбой с суперблицем. Ни Алексей Бакуменко, ни Владимир Антохин до второго вопроса даже ни разу не дошли. Да и у Михаила Муна в свое время была серия из 6 поражений. Может, что-то надо кардинально поменять? Может, дать шанс Скипскому? А может, господин Козлов, может, вам тряхнуть стариной? Вспомнить 2008, как вы тогда всем дали на суперблицы. Татьяна, ты когда моложе, ты лучше качеством была. Знаете, нет, не думаю. Я думаю, что с суперблицем парализует игрока даже в самых таких вот простых, может быть, вопросах иногда. Да. Посмотрим. Пока Губкин, пока не суперблиц, пока Губкин против вас играет Любовь Козлова, город Губкин, Белгородская область. Во время Первой мировой войны в Германии появились так называемые свинцовые книги. Внимание, вопрос. С какой целью в переплеты этих книг вставляли свинцовые пластины? И где конкретно пользовались такими книгами? Может, это бронежилет? Аналог бронежилета. Может, как рентген, чтобы не просвечивать? Солдатам Куда именно присылали. вставляли? Переплет. Солдатам присылали. Ну и Чтобы не просвечивать. например, с собой носил. Хорошо, а рентгена не было, чтобы... зачем? Чтобы что-нибудь... Так, а проще просто Свинцовые книги. Зачем в книге играть? Переплет Зачем? вставляли Во свинцовые время войны. То пластины. есть это должно помочь как-то бойцам. Зачем и где эти книги носили? Это может быть как-то связано. Похоже. А зачем? Бедность, когда Почему такая сложность? все бедные. Да, чтобы тяжелый. Вес тяжелый еще. что-то прижимать, например. Чтобы прижимать. А что можно прижимать? Водолазов, Солдатам зачем-то это надо? Что там вот было? и подводный Газы плод. были? Что там? А химические атаки в то время? Свинец для чего? Еще версии давайте. Ну что там, рентгеновские Залет, лучи, например. отсутствие просвечивания? Водолазы какие-то. Без. Может быть, летчик подкладывал себе вместо А тайны? для этих, для лошадей уже не было. Были лошади. А что лошади? Ну, бронежилет, наверное. Итак, Какой-то, да, шок, и не предлагается помощь клуба. Предлагается? Если предлагается помощь клуба, тогда мы воспользуемся помощью клуба с большим удовольствием. господин Друзь, а что-то вы какой-то тормозите как-то? Вы пропустили сирену, не услышали, что ли? Господин ведущий, я после того, как окажу помощь, я расскажу, что произошло. Так, уважаемые знатоки и гости, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Ребята, ну бронежилет, книжка нам... Чтобы они утонули, если корабль сбили. Шифровальная, да. Там коды. Бронежилет. Шифровальная книга, конечно. Конечно, шифровальная книга лучше. Итак, нет, вот. Итак, господин Козлов, первый вопрос. Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Второй вопрос. Вы вопрос помните, с какой целью в переплеты этих книг вставляли свинцовые книги, Да. и где конкретно пользовались такими Свинцовые книгами? пластины вставляли. Извините, да, свинцовые пластины, и где конкретно пользовались такими книгами? Значит, было предложено клубом 2 версии. Одна из них у нас была и за столом, а вторая версия мне понравилась намного больше. Свинец, как известно, очень тяжелый металл. Может быть, один из самых тяжелых доступных металлов. Соответственно, если существует книга шифровальная,
В то время уже в Первую мировую войну были аппараты, передающие там азбукой Морзе. Для того, чтобы враг не расшифровал, должна была быть вот эта шифровальная книга. На корабле, например, или на подводной лодке, в то время уже были подводные лодки. Если произошло крушение, или, например, если враг захватывает корабль, чтобы ее просто можно было выбросить за борт, и она утонет, и коды шифровальных машин не достанутся противнику. Вот, мне кажется, это очень похоже на правду. Господин Козлов, последний вопрос к вам. Это была чья помощь? Кто эту версию подсказал? Вот, Михаил Савченков. А господин Друзь про бронежилет, да? Про бронежилет. Да. То есть с книгами под мышкой в качестве бронежилета. На груди, господин ведущий. На груди. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, свинец, как вы правильно сказали, тяжелый металл, гораздо тяжелее железа. Свинцовые пластины вставляли в переплеты книг не с шифровками, а вообще с секретной информацией. Такие книги при необходимости можно было моментально утопить. Свинцовые книги использовались на флоте. Господин Савченков, скажите, а почему вы не сказали помощь? Но у меня не было уверенности, это была Уверенности не было. Гипотеза. Господин Савченков, ну, кстати, именно этот вопрос был на вашей игре, так что, если бы он вам выпал, вы бы с честью вышли из этой ситуации. А сейчас вы помогли команде Андрея Козлова, еще становится 2-2. А телезрительница Любовь Козлова из города Пупкин получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка как компенсацию, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Уважаемые телезрители, нам осталось провести еще 2 отборочных игры зимней серии, по завершении которых мы узнаем, какой команде удалось выиграть с более крупным счетом, а значит, кто сыграет в финале года. Команда Бориса Белозерова уже пребывает в тревожном состоянии, ведь им играть всего через неделю. А господин Друзь и компания спокойны, у них время еще есть. Команда Максима Поташова тоже, на мой взгляд, спокойна. Она уже выиграла 6-5 и осталось ждать, как сыграют другие. От нее ничего не зависит. Ну и Андрей Козлов тоже спокоен. Просто потому, что он уравновешенный человек. 5-й раунд. Господин Скипский, ну, все считают, что я пошутил. Мне кажется, что господин Козлов сегодня уравновешенный. Господин Козлов вообще максимально уравновешенный человек. Ну, вы опять шутите. Михаил, скажите, вот если бы вы могли выбирать, что бы вы предпочли? Одержать яркую победу, ну, со счетом 6-5, как команда Поташова на прошлой неделе? Или без напряжения так выиграть спокойно 6-3? Ну, например, как вы в осенней серии под руководством Михаила Муна. Вот. Я бы выбрал 6-3. Все-таки результат важнее. В зимней серии точно результат важнее. Ну, тогда давайте, вам надо уже напрягаться, это правда. Черноголовка. Против вас играет аспирант Никита Жуковский, город Черноголовка, Московская область. В XIX веке в Англии строили много каналов, по которым можно было перевозить грузы. Через эти каналы строили мосты, некоторые из которых были вот такой хитрой формы. Посмотрите на экран. Видите? Внимание, вопрос. Для чего именно были придуманы такие хитрые мосты? Каналы, бурлаки или лошади везли эти лодки. Соответственно, чтобы они могли реку перейти при необходимости. Это как развязка, да? Вот он, получается развязка. Он автомобильная развязка, ты понимаешь? Смотри, он идет, смотри, Андрей, он идет вот по этой части тропинки, так. вот так поднимается, идет дальше по этой части тропинки. А, вот так вот обходит, да? Да, бурлак, или, ну вот лошадь, которая тянет. Тянет баржу. А зачем переходить? Если лошади тянули, значит, они могли... Потому что иначе мост перегораживает. А, там же он еще версии, с этим понятно. А если там разминуться как-то надо? Сразу вот, двум баржам. Двум баржам. Ну тут так. С одной стороны.
Через канал, обычный железная мост. дорога никак А здесь нельзя. еще вот такой вот развязка. Перекатывать бочку какую-нибудь. Для животных первые Для экологические разгрузки. тропы. Что? Для разгрузки, например, груза. А зачем там? Или для загрузки, наоборот. А перекатывать бочку, или вот Мишка говорит, да, для животных, чтобы звери могли переходить, чтобы каналы... Ну, тогда не думали, что зверя. Конечно. Только не только... Пора отвечать. Тягловая сила. Тягловая сила. Отвечает Алена Александрова. Алена Александрова. Прошу вас, Алена. Но у нас такая версия, что вот по такому мосту, например, лошади, тянущие баржу, могут сделать такой вот пируэт и продолжить ее тянуть дальше. И все, вы закончили. Да? А теперь, внимание, правильный ответ. Как я уже говорил, подобные каналы использовали для перевозки грузов. А как вы уже сказали, лодку с грузом тянули лошади. Но когда ландшафт, посмотрите, не позволял продолжить путь по одной стороне канала, строили такие мосты. Они давали возможность перевести лошадь на другую сторону канала, не отвязывая веревку от лодки, и спокойно продолжить путь. 3-2 в пользу знатоков. Алена Александрова при помощи других игроков приносит важное третье очко для своей команды. 6-й раунд. Госпожа Александрова, Алена, в прошлом сезоне ваша команда выигрывала все, кроме финала года. Вы тогда стали обладательницей «Хрустальной совы». Но вот обидная осечка весной, и вы оказались в зимней серии, даже не играя в финалах серии, то есть как-то с черного хода. Елена, скажите, правду говорят, что это поражение весной было из-за того, что вас не было за столом? Я слышал такую версию. Ну, после не значит следствие, но тут нету сослагательного наклонения. Кто знает, если бы была. На решающий вопрос Алена знала, ответа мы не нашли его. А Алена знала. Вот видите, да. Получается, Алена, вы талисман этой команды. Ну, если бы команда выигрывала каждый раз, когда я здесь сидела, то да, но это же не так. Королев. Против вас играет сотрудник агропромышленного комплекса Игорь Свириденко из Королева. Господин Козлов, да. Если бы вам, вот лично вам, предстояло снимать фильм о Шерлоке Холмсе, кого бы из игроков вашей команды вы позвали на роль Холмса, а кого на роль Ватсона? Я думаю, что Холмсом я Алексея Бакуменко пригласил бы, а Ватсоном Михаила Скипского. Хороший выбор. Подбирая актеров для фильма о Шерлоке Холмсе, режиссер Игорь Масленников довольно быстро остановился на кандидатуре Василия Ливанова. А с доктором Ватсоном все оказалось сложнее. Рассказывают, что когда режиссер предложил кандидатуру Виталия Соломина на худсовете, сказали: «Да какой же Соломин, англичанин?» Тогда в качестве аргумента Игорь Масленников предъявил фотографию, увидев которую члены худсовета согласились с выбором режиссера. Внимание, вопрос. Кто был на этой фотографии? Ответ готов, отвечает Алена Александрова. Прошу, госпожа Александрова. На этой фотографии был Артур Конан Дойль, который очень похож на Виталия Соломина. Вы знали эту историю? Посмотрите на экран. Виталий Соломин оказался чем-то похож на Артура Конан Дойля. Счет становится 4-2 в пользу знатоков. И Алена Александрова приносит для своей команды дополнительную минуту на размышление. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» традиционный приз «Хрустальный атом», а определит лучшего Андрей Черемисинов. Андрей, я обычно объявляю этот приз в середине игры. Скажите, а у вас бывает такое, что к этому моменту у вас уже есть кандидат? Или вы заранее вообще не думаете об этом? Господин ведущий, понимаете, у меня такая работа, что надо все время думать о будущем. Причем это навевает мысли о прошлом, что в свою очередь позволяет иначе смотреть в будущее. Я все понял, Андрей. Спасибо вам за ответ. Все было исчерпывающе, понятно. И я
с чистым сердцем могу продолжить игру. 7-й раунд. Господин Антохин, скажите, Владимир, если бы вы были на месте Андрея Черемисинова, кого бы вы назвали сегодня главным кандидатом на «Хрустальный атом» вот на этот момент игры? Ну, я точно не хотел бы быть на месте Андрея Черемисина, потому что я не представляю, как он выносит этот... Чтобы были на моем месте. Давайте каждый будет на своем. Ну, пока Алене я бы дал, конечно. Алена. Да. Владимир, смотрите, вот вы трехкратный обладатель этого приза. И, что интересно, вас признавали лучшими только тогда, когда команда выигрывала. Получается, что для успеха команды вам просто надо стать лучшим. Ну, попробуем. Минск. Работаем. Против вас играет врач-уролог Алексей Нестеров из Минска. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится то, что в 17-18 веках мастерам запрещалось брать в работу, если заказ принесла прислуга. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Столовое серебро, например. Почему? Переплавлять, украли, да. Хорошо, поехали дальше. Гербы какие-нибудь, печати. Печать. В ту же сторону ювелирка какая? Портрет, книги. Может, Может печать? подшивать, шить что-то там. Каким мастерам запрещали? Мастера могли быть, обувь делать могли, что Все еще? мастера, все были Стирать же. что-то. Ну, Может быть, ключи, чтобы не украли что-нибудь. Потому что закрывается А вообще все. делали дубликаты ключей? Ну а почему Мне нет? нравится эта история. Нет. Что? Столовая лучше. Мне кажется, А что кто? При ТЦ, чтобы прямо шел с ключом хозяин и да, вот говорил, надо сделайте делать так. Потому что Ключи. понятно, какие мастера. А что они делают со столовым серебром? Ювелиры? Нет, переплавка. Они сами чистили. Переплавляли. Переплавка. Чистили серебро. Переплавили. Переплавка. Сделать. Переплавка, это не Ювелиры. мастера. Это не только Ювелиры. серебро, это и золотое. Еще дальше, вообще другое. Одежда какая-нибудь еще. Ну, зачем? Печати. Что еще можно подделать, чтобы вот чернь могла подделать у Здесь не богатых? подделать, здесь Монеты. украсть скорее. Да, украсть и Украшения. подделать. Деньги переплести, например. Украшения. Это все они могут все равно. Итак, кто отвечает? Алексей Бакуменко отвечает. Прошу, Алексей. Мне кажется, господин ведущий, что речь все-таки идет о мастерах-ключниках, которые делали ключи. Потрясающе. То есть господин Козлов, давайте я объясню, что происходит. Значит, господин Козлов, правильно я понимаю, Андрей, вы даете отвечать Алексею Бакуменко, чтобы он отвечал свою версию про столовое серебро. Неправильно понимаете. Да? Нет. Дело в том, что я никогда не знаю, что ответит знаток. А что же вы тогда так расстроены? Алексей Бакуменко. Одну секундочку. Подожди. Тем более Михаил Скифский что ответит. Извините, я закончил. Уже ответ принят. Я объясню. Естественно, у меня есть своя точка зрения, какой ответ правильный. У меня она есть. И она? Подождите, я не открою ее. Но дело в том, что я дальше даю отвечать игроку, который в эту секунду, на мой взгляд, ответит лучше всех. Алексей Бакуменко вместо того, чтобы отвечать свою версию про столовое серебро, отвечает ключ. А Да. теперь, внимание, правильный ответ. Только с согласия хозяина дома мастера могли делать... Откройте черный ящик. Дубликаты ключей. 5-2 в пользу знатоков. Реклама на Первом канале. Господин Казанский, как-то мы с вами общались при счете 1-2, и вот 4 раунда подряд с помощью клуба, и счет уже 5-2 в пользу знатоков. Как вам кажется, команда Андрея Козлова сегодня сможет победить крупно? Вы знаете, очень коварный счет, потому что, кажется, один вопрос и все, но все может поменяться за секунду. Команда играет очень темпераментно, но было бы странно с таким капитаном. И вы знаете,
Да, вот страсть, напор, интеллект, все это атрибуты команды Козлова, но мы имеем дело с эмоциями сейчас на таком счете, а они часто так поворачивают вопреки прогнозам ситуацию. И вот такие часто вопреки бывают на чемпионате мира. Там было очень много сенсаций, когда казалось все очевидно. За чемпионатом у нас очень сильно следят, и уже 500 000 человек выбрали свою команду, которой они симпатизируют, в мобильном приложении Winline. И, кстати, господин ведущий, как вы думаете, какую? Господин Казанский, вы понимаете, тут специфика. Я ведущий, я не отвечаю на вопросы, я задаю. Лучше вы расскажите. Хорошо. Да, россияне, как выясняется, очень любят команду Бразилии. 105 000 человек выбрали ее как свою любимую на сайте Winline. Благодарю вас, Денис. Продолжаем игру. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру можно присылать по электронной почте, по почте, либо просто заполнить форму на сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, но с другой стороны, может, ничего страшного, что знатоки ведут. Если сегодня знатоки победят, то призовой фонд финала года станет 3 миллиона рублей. Может, и неплохо? Господин ведущий, я считаю, что плохо. Пусть выиграют телезрители, а если вам так важны эти 3 миллиона рублей, то в случае победы телезрителей во всех отборочных играх мы добавим, вот как Альфа-банк, эти 3 миллиона пополним и даже 3 миллиона 100 тысяч рублей. Вот так. Ну хорошо. Ну сейчас суперблиц нужен. Ну. Нет, Саратов. Работаем. Против вас играет обладательница бриллиантовой совы, академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда» Татьяна Медведева из Саратова. Получается, академик против магистра. Внимание, черный ящик. В 1795 году Екатерина II без суда и следствия приказала удалить из столицы 5 академиков, среди которых были 2 коллежских асессора, секунд-майор, подпоручик и секретарь, отправив их в уездные города. Вступив на престол, Павел I стал отпускать из тюрем и ссылок тех, кто был наказан Екатериной. Но на этих академиков его милость не распространилась. А в черном ящике находится главное орудие этих самых академиков, с помощью которого они наносили вред обществу. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Кисти, краски. Книжка не может быть какая-нибудь? Это не настоящие академики, понятно. Академии художеств, может, они рисовали плохо Екатерину? Или вообще плохо рисовали? Картофель не мог быть? И что, какой вред? Орудие, что лес сажали не Какой тогда? вред носили? В то время уже все-таки его выращивали. Главное орудие. Фальшивые деньги не могли быть? Деньги, бумажные деньги, там денежные бумаги не были. Там слишком низкие должности есть. Для академика поручика это очень низкий чин. И кто тогда? Собаки, кошки. Чем занимались? Подождите, а может быть книжки они какие-то издавали, Конституцию издавали? А может, это кошки ловили мышей каких-то и плохо ловили, а там... Нет, там асессор, майор. Секретарь. А почему? Вред обществу. Это орудие? высокие чины. Она бы не Так что дождалась. академики не настоящие. Медные деньги, там, не знаю. Орудие нам нужно, главное. Орудие. У них есть орудие какое-то. Перо. Милость какая-то, перо, там, не знаю. Может, цветок. Колокольчик Может, они что-то какой-нибудь. не так строили. Итак, кто отвечает? Господин ведущий, Господин Козлов, кто отвечает? мы возьмем... Дополнительную минуту. Одну секунду. По традиции, сэкономленные минуты, пожалуйста, повторите нам вопрос. Да, это я готов. Итак, вы берете сэкономленную минуту. В 1795 году Екатерина II без суда и следствия приказала удалить из столицы 5 академиков, среди которых были 2 коллежских асессора, секунд-майор, подпоручик и секретарь, отправив их в уездные города. Вступив на престол, Павел I стал отпускать из тюрем и ссылок тех, кто был наказан Екатериной. Но на этих академиков его милость не распространилась, а в черном ящике находится главное орудие этих самых академиков. Что в черном ящике?
Как сказать академики, отправила, она же не посадила. Академики живописи, академики медицины, академики наук. Медицина, что-нибудь, что-то не то делали медицинское? Ну, это совсем Они могут быть этим... То есть военный, конечно, асессор. Господин Белозеров, вы очень громко обсуждаете. А не может там быть философский камень? Его не существует. Так ну именно поэтому. Что там тогда лежит? Подожди, что они из свинца-золота делали? Ну, например. Ну и что там, Наносили находится ущерб. свинец? Да это не будет ущерб. Еще, поехали Почему дальше. Павел не вернул еще? То есть потому кто что замешал? Он соглашался, что это плохо. Соглашался, что это плохо. Портреты, Моды да. какие-то. Но Павел Они могут быть мыши просто. это Академия еще животное. какая Павел была? был некрасивый, может, его плохо рисовали. и это было- Медицины. Портрет Наполеона там какой-нибудь. я не знаю. Портрет Наполеона. Что 1895 год. 795. 795. 18 век. Франция, Меры гири какие-нибудь подделывали, меры... Может, какие-то шпионы там Весы были. какие-нибудь, какие-нибудь. Весы плохо. Итак, прошу, кто отвечает? Картошка не лучше? Поздно уже обсуждать. Господин Бакуменко, я не пойму. Итак, прошу, господин Козлов. Отвечает Михаил Мурович. Прошу вас, Михаил. Господин ведущий, мы полагаем, что в черном ящике орудия труда художника, кисти, карандаши, то есть то, чем художники, да, занимаются своим ремеслом. Кисти, А краски, теперь, внимание, правильный ответ. Ну, вы поняли, что этих людей прозвали академиками, потому что они хорошо разбирались в своем деле. Кто это сказал? Это я сказал. Ну, а что это вдруг у вас такое просветление на третьей минуте? Не на третьей минуте, а... Ну, Главным орудием этих академиков были игральные карты. Карточными академиками в 18 веке прозвали шайку шулеров. Господин Козлов, еще становится 5-3. Очень красивый вопрос. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Татьяна Медведева из Саратова. Господин Савченков, Михаил, скажите, вы вообще не пожалели, что помогли команде? А то счет бы сейчас был 4-4 красиво, а вы помогли, и видите, 5-3. Вообще ни капли, ни секунды. То есть вы с удовольствием помогли команде, да? Самая главная игра. И вам нравится, как они играют? Супер. 9-й раунд. Господин Козлов, ну и вот теперь расскажите, как же вы в последнюю секунду это придумали, что вас вообще сподвигло на это? Почему? Что вам помогло? Почему вдруг вы... Я сказал, что хорошо разбираются в своем деле, нет? Нет, до этого. Интонация, наверное. Вот если бы вы с такой же интонацией, а интонация, господин Гязов подтвердит, не включена в правила, прочитали бы этот К сожалению. на второй минуте, то, я думаю, можно было догадаться и раньше. Это не всегда слово, важна интонация иногда. Господин Козлов, я вам раскрою маленький секрет. Я с одной интонацией читал вопрос, а это был ответ, поэтому я уже был весел. Не, вы там, где интонация, вы когда, вот, ну, в общем, неважно, это в интонации, бабах, и вот так. 13-й сектор. Работаем. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 15 995 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. И против вас играет Галина Галикова из Сасова. Внимание, вопрос. Около одной организации в Китае на стенде под иероглифами есть формула 100 минус 1 равно нулю. Какая это организация и что означает формула? Без ребенка типа ты никто? Если хотя бы 1% ошибки, то это уже очень плохо. А что за организация? Медицинская, например. Статистика тогда. Или прогноз погоды. Что-то потеряется, и все... Да. Вот даже без единой детали все рушится. А может, она на русской поговорке копейка рубль бережет? Банк, Тогда банк? А что? процент.
А вот Нет, чтобы банка вот как раз какая-то вот атомная энергетика какая-нибудь. Может, самолеты какие-то? что Самолеты, без да, какой-то где конвейер, детали да. Чего? Без одной маленькой детальки все превращается в труху. Да, какое-то вот конвейерное Не производство. может быть служба доставки, что вот что-то одно ты не доставил и не можешь еще собрать. Возле организации висит. Не возле службы. А если это типа донорское какой-нибудь Вот и его донор? поменьше. Школа, медицина, какие еще организации? Банк крови, например, какой-то. Или смотри, когда ничего не Ну, хватает может, одного. там получается, ну, если единички убрать, то получается 0 равно нулю. Нет? И что? Ну нет, не Ну, может быть, да. Школа. Вот иероглифами. Переводчики, может быть, Итак. одна ошибка и все не годится никуда. Прошу, кто отвечает? Михаил Скипский отвечает. Прошу вас, Михаил. Может быть, это какой-нибудь союз переводчиков. Или... Из-за Союз, одной а ошибки. что означает? Там еще Ну, какой-то да, второй из-за одной вопрос. ошибки, ну, явно, да, смысл такой этой формулы, что из-за одной ошибки все превращается в ничто. Ну, возможно, это вот при переводе текста с одного языка на другой такое может случиться. Потеря, где-то теряется информация, да, и все. Ну, давайте посмотрим. Вроде логично. Внимание, правильный ответ. Это отдел полиции. Если мы раскрыли 100 дел, а одно нет, итог работы равен нулю. 5-4. Галина Галикова из Сасова получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Господин Гиязов, но мне кажется, что вот это то, о чем вы просили. Красивый и сложный вопрос в 13-м У секторе. меня будет сложный выбор между вопросом про академиков от академика и вот 13-й сектор. Ну, подумаем, посмотрим. 10-й раунд. Итак, уважаемые телезрители, команда Андрея Козлова претендует на выход в финал года. Чтобы обойти команду Максима Поташова, команде Андрея Козлова достаточно просто выиграть со счетом 6-5. А вот чтобы усложнить задачу последующим командам Бориса Белозерова и Александра Друзья, надо очень постараться взять хотя бы вот ближайший вопрос, чтобы счет стал 6-4, потому что 6-5 это уже будет... Вот как-то было 5-2, господин Бакуменко, да, и как-то... Ну вот, игра такая. Еще суперблиц на столе. Не удается мне его вызвать. Калтан. Против вас играет машинист-обходчик Евгений Топоровский, город Калтан, Кемеровская область. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мой преподаватель истории научил меня никогда не путаться в этом, благодаря хорошо известному вам жесту. Вы наверняка в таких простых вещах не путаетесь. Вы же знатоки. Ответьте, пожалуйста, что помогает запомнить вот такой жест? Какие-нибудь номера королей. А может, римские цифры? Многих путают. А мы показываем в Викторе часто. Там кто-то первый, второй, например, второй, вот что-то такое, первый, четвертый. А может, да, кто чей сын был, вот там, не знаю, Петр Первый, Екатерина Вторая. Давайте еще, быстрее думайте. Разница между Екатериной Первой и Екатериной Второй. Этот жест взять бы Анна, вместе. Елизавета, нет, больше. При этом мы знатоки, мы это знаем. Не путаем. И этот самый маленький палец, это самый длинный, ну, это первый, это четвертый. А помните, считают январь, февраль, это не то, да? Похоже. Ну что, короткий, может, кто-то длинный, Пипин высокий. короткий, а кто там? Кто? Ну, это король Франк. Кого путают в истории вообще? Ну, Людовиков. Людовиков, да. 14-14. Людовик 14, Людовик 16. Что До еще? нашей эры, после нашей эры. Да, вот тоже часто До путают. нашей эры. И как это помогает не путать? А может быть, какой год первый в следующем веке? 2000 или там 2001 тоже часто путают. И как это? А как это Что зачем? исключительно история? Итак, кто отвечает? Алексей Бакуменко отвечает. Прошу, Алексей. Ну, предположим, господин ведущий, что многие дети, проходя хронологию в школе, путают, когда какой век наступает.
И в жест покажите, и что тогда с этим жестом у вас получается? Ну, допустим, это нулевой год, ну, 2 нолика пропускаем, это первый год, то есть следующий век наступил. То есть... Ну, вы знаете, что после нулевого первый наступил, есть более простые способы это определить. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, вы знаете, очень хорошо команда начала эту минуту. И как бы вот было то, из чего можно было собрать правильный ответ. Кто-то говорил, может, короли, по-моему, сам Бакуменко. А кто-то, по-моему, Антохин говорил, что-то какой-то порядок, может, 1, 4, 2, 3 и так далее. Господин Бакуменко, ну, вы по образованию учитель истории. В чем чаще всего путаются ученики? Ну, в датах и именах, правильно? Совершенно верно. Да. Этот жест помогает запомнить последовательность правления русских царей с одинаковыми именами. А правили в XIX веке 3 Александра и 2 Николая. 5 царей, 5 пальцев. Начинаем с большого. Посмотрите. Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Госпожа Александра, вам понравилось? Очень понравилось. Это же, вы же знаете это как свои 5 пальцев. Ну, я не знаю, но вопрос понравился. 5-5. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Евгений Топоровский из Калтана. Господин Поташов, ну, вечер перестает быть томным. Уже все зависит от одного вопроса. Вы уже, я так понимаю, успели попрощаться с финалом года. Я вообще об этом не думаю, господин ведущий. Не думаете? Но напряженная игра получается, да? Интересная. Да, отличная. 11-й раунд. Не бойся. Господин Козлов, ну как же вы с шулерами-то? Вот чуть-чуть бы вы в минутах бы и 6-3 бы выиграли. Ну вот чуть-чуть вам не хватило, и вот так прям пошло потом. А сейчас надо исправлять ситуацию. Надо. Будем надеяться. Давайте посмотрим на стол. По-моему, все-таки суперблиц вряд ли выпадет, потому что... Знаете, всякое. Ну, всякое, конечно, бывает. Мурина, суперблиц, Новочебоксарск. Ну, может. 1/13 вероятности есть. Нет, проехал. Мурина. И надо выиграть сейчас. Против вас играет журналист Ольга Винокурова, город Мурино, Ленинградская область. В 2005 году было завершено строительство главной мечети Татарстана Кул-Шариф. Внимание на экран. Это большая современная мечеть. В ней предусмотрены молельная зона для женщин, смотровые площадки для туристов. А кроме этого, с 2 сторон есть еще небольшие балкончики площадью 1 квадратный метр. Внимание, вопрос. С какой целью построены эти балконы? Современная. Колонки туда ставить, например. Колонки чего? Для усиления. Они поют, в принципе, ничего, хороший. Это вот эти балкончики. А для интернета что-то может быть? Не знаю, для интернета там какой-то... Чтобы снимать оттуда молитвы. Когда снимают, ну, операторы туда становятся. 1 квадратный метр не очень Да, мало. почему? Нормально. Снимают, конечно, в церкви снимают большие события церковные. То есть поставить оператора. Для него больше Не площадь. знаю, Колонку мне можно и так кажется, повесить. Мне это кажется, верно. события это должно быть хорошо Интереснее, без колонки. потому что они же поют. Современная, нам акцентировали, что Колонки подвесить современная. можно. Современная, да. Ну, и то, и другое современное. Что еще там может полиция Интернет, какая-нибудь? Ну, интернет Чтобы современный. порядок наводить. Телевидение Камера для какое-то. трансляции мобильная связь службы. какая-то. Ну, вот Это- камеру Миша предлагает. Ну что? Ну, по телефону. Кто там еще может могут быть? звонить.
Оператор станет, конечно. Специальный выход, А безопасный колонку, выход, зачем безопасный такое выход. А почему современный оператор? Операторы еще давно были. в Нет, принципе, колонна сама по себе современная, это не предусматривает. Ну а что еще? Итак, что-то надо отвечать. Прошу, время закончилось. Михаил Скипский. Прошу вас, Михаил. Есть надежда, что на этом балкончике, эти балкончики предусмотрены для того, чтобы операторы с камерой могли там находиться и снимать большое богослужение. Важный праздник какой-нибудь. Теперь, внимание, правильный ответ. Как я говорил, Кул-Шариф – большая современная мечеть. И из нее ведутся трансляции богослужений. Маленькие балкончики предназначены для телеоператоров. 6-5 в пользу знатоков. Счет 6-5 в пользу знатоков. Все-таки одерживает победу команда Андрея Козлова и становится главным претендентом на выход в финал года. Вот имена победителей. Михаил Скипский, Елена Александрова, Владимир Антохин, Алексей Бакуменко, Михаил Мун и капитан Андрей Козлов. Господин Черемисинов, кто из знатоков, на ваш взгляд, сегодня был лучшим? Алексей Бакуменко. Алексей Бакуменко, поздравляю, хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Ну, сложный выбор между вопросом про академиков, про 5 пальцев и 13 сектор. Можно я свое мнение вам скажу, а вы выдадите свой? Я бы дал 13-му сектору. Потому что это большая редкость, когда такой замечательный вопрос в 13-м секторе. Я думаю, что пусть удовольствие получат 2 человека, и автор 13-го сектора. Значит, лучшим вопросом станет вопрос про академиков, а вот дополнительные 200 тысяч рублей получит и автор 13-го сектора, я с вами согласен, и наш академик. Вы что-то в разнос пошли уже, Алексей. Как зимняя серия. 100 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными, и вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь там 3 миллиона 32 тысячи рублей. Уважаемые телезрители, третью отборочную игру зимней серии смотрите на Первом канале в следующее воскресенье, 11 декабря, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо вам за игру. Господин Козлов, Андрей, Да, господин ну скажите, почему все-таки не удалось, чтобы выйти в финал года, 6-5 маловато? Почему все-таки не удалось вам выиграть с другим счетом, на ваш взгляд? Знаете, задача команде ставилась одержать победу в сегодняшней игре. И команда, мне кажется, с этой задачей справилась. А счет, понимаете, когда, я всегда это говорю, когда счет 5-2 в пользу команды, то это очень плохой счет для команды, она неминуемо расслабляется. Он, господин Скипский, до сих пор страдает, как я на него ругался. Вы уравновешенный человек, не наговаривайте на себя. Благодарю вас, увидимся через неделю. Будет играть команда Бориса Белозерова.